Альтернативщики, исследовавшие тему Наполеона, отметили ряд странностей. Наполеон I как будто срисован с Наполеона III. Оба они были артиллеристами, написавшими по одной книге на тему артиллерии и баллистики. У обоих было по сыну, которые никогда не правили. Оба сына умерли в возрасте 21-22 лет. Даты рождения и смерти Наполеона I являются координатами и приводят нас в интересное место. Об этом чуть позже. Каково же было мое удивление, когда об аллегоричности Наполеона писали в далеком XIX веке. Вот эта книга. Почему Наполеона никогда не существовало или Великая ошибка? Источник бесконечного числа ошибок, которые следует отметить в истории XIX века. Автор Перес перевел Васютинской. Книга издана в 1912 году к столетию Отечественной войны 1812 года. Наполеона Бонапарта, о котором столько писали и говорили, даже не существовало. Он не что иное, как лицо аллегорическое, олицетворение солнца. И наше утверждение будет доказано, если мы покажем, что все то, что говорят и пишут о Наполеоне Великом, заимствовано от великого светила. Сделаем общий обзор, подведем итог тому, что нам говорят об этом чудесном человеке. Нам говорят, что его звали Наполеоном Бонапарте, что он родился на одном острове Средиземного моря, что имя его матери Летиция, что у него было 3 сестры и 4 брата, 3 из которых были королями, что у него было 2 жены, одна из которых подарила ему сына, что он положил конец Великой революции, что он властвовал над 16 маршалами своей империи, 12 из которых были на действительной службе, что он восторжествовал на юге и потерпел поражение на севере, и что, наконец, после 12-летнего царствования, которое началось по возвращении его с востока, он удалился, чтобы исчезнуть в морях Запада. Остается таким образом узнать, не заимствованы ли эти различные отличительные черты от Солнца, и мы надеемся, что всякий, кто прочтет это писание, убедится в этом. Прежде всего, все знают, что поэты называют Солнце Аполлоном, но разница между Аполлоном и Наполеоном невелика и окажется еще гораздо меньшей, если исследовать значение этих имен или их происхождение. Далее поясняется, почему Аполлон означает «губитель». Кому интересно, оставлю ссылку в описании. Известно, что слово «Аполлон» значит «губитель». Согласно надписям, вырезанным повсюду в столице, настоящее имя этого мнимого героя было Наполеон или Неаполеон. Как раз это можно видеть на колонне Вандомской площади. В общем, оказывается, что Наполеон на самом деле звался Неаполеон. Для России Наполеон запомнился своим походом на Москву и знаменитым партизанским движением. Как нам рассказывают, партизаны были вооружены чем придется. Но если бы у них были хорошие ножи... Кстати, о ножах. Это финка НКВД образца 1934 года от ножи Барк. Ручная работа настоящего кузнеца с 30-летним опытом. Рукоять сделана из венги, а лезвие из закаленной стали 95 хром-18, что дает твердость 58-59 по Роквеллу. Нож выдержит любую нагрузку и разрежет все, что не прибито. Разрубит монету, металлический профиль, проволоку, крыло автомобиля, да что угодно. Есть сертификат, что нож не является холодным оружием. Кузнец дает пожизненную гарантию на свои ножи. Рекомендую кузницу Барк. Переходите по ссылкам в описании в Telegram и ВК. Заказывайте крутые ножи ручной работы. А по кодовому слову разгадки вам дадут скидку 5%. А мы продолжаем. По-гречески «не» или «не» – одна из самых сильных утвердительных частиц, которую мы можем передать словом «поистине». Отсюда следует, что Наполеон означает «истинный истребитель», «истинный Аполлон». Далее объясняется его второе имя Бонапарте, которое состоит из 2 латинских слов «бонапарте», что означает «хорошую часть». Приводится сравнение с днем и ночью. Аполлон, согласно греческой мифологии, родился на одном острове Средиземного моря, острове Делосе, поэтому заставили Наполеона родиться на острове Средиземного моря и выбрали предпочтительно Корсику.
потому что положение Корсики по отношению к Франции, государям которой хотели его сделать, наиболее соответствует положению Делоса относительно Греции, где Аполлон имел свои главные храмы и оракулы. Уверяют, что его мать звалась Летицией, но именем Летиции, что значит радость, хотели обозначить зарю, восход которой разливает радость по всей природе. Очень примечательно еще, что, согласно греческой мифологии, мать Аполлона звалась Лето. Говорят, что этот современный Аполлон имел 4 братьев. Но эти 4 брата, как мы сейчас докажем, 4 времени года. Из 4 братьев Наполеона 3, говорят, были королями, и эти 3 короля – весна, царствующая над цветами, лето, властвующее над жатвой, и осень, царящая над плодами. И подобно тому, как эти 3 времени года всецело зависят от могучего влияния Солнца, так и нам говорят, что 3 брата Наполеона получили от него свою королевскую власть и царствовали лишь благодаря ему. И когда прибавляют, что из 4 братьев Наполеона один не был королем, точно так же и из 4 времен года одно не царствует ни над чем – зима. Согласно тем же самым вымыслам, у Наполеона были 2 жены. Точно так же приписывали 2 жены Солнцу. Эти 2 жены Солнца были Луна и Земля, согласно верованиям греков и египтян. От Луны у Солнца не было потомства, а от другой, то есть от Земли, Солнце имело одного единственного сына. Это маленький Горус, сын Азириса и Изиды, то есть Солнца и Земли. Это египетская аллегория, по которой маленький Горус, родившийся от Земли, оплодотворенный Солнцем, представляет плоды земледелия. День рождения мнимого сына Наполеона поместили на 20 марта, день весеннего равноденствия, потому что весной продукты земледелия сильно развиваются. Наполеон положил конец опустошительному бичу, который терроризировал всю Францию и который назвали гидрой революции. Но гидра – змея неважно какого вида, особенно раз дело идет о вымысле. Это змея Пифон, огромная пресмыкающаяся, внушавшая грекам крайний страх. Аполлон рассеял этот страх, убивший чудовище, что и было его первым подвигом. Поэтому нам и говорят, что Наполеон начал свое царствование, задушив французскую революцию. Последняя представляет такую же химеру, как и все остальное. Ведь ясно, что революция происходит от латинского слова «revolutus», что означает «змею, свернувшуюся вокруг себя самой». Это Пифон и ничего больше. Знаменитый воин XIX века имел, говорят, 12 маршалов своей империи во главе своих армий и 4 не на действительной службе. 12 первых, само собой понятно, 12 знаков зодиака, шествующих по приказаниям Солнца, Наполеона и командующих каждой одной дивизией в бесконечной армии звезд, которая называется в Библии небесным воинством, и оказывается разделенной на 12 частей, соответственно 12 знакам зодиака. Таким образом, все эти маршалы, как деятельные, так и бездействующие, существа чисто символические, у которых не более реальности, чем у их вождя. Говорят нам, что вождь стольких блестящих армий прошел со славой стороны юга, но, проникнув слишком глубоко на север, не мог там удержаться. Все это вполне характеризует движение Солнца. Солнце, как прекрасно известно, неограниченным государем властвует на юге, как говорят и об императоре Наполеоне. Но, что весьма замечательно, это то, что после весеннего равноденствия Солнце стремится к северу, удаляясь от экватора. Однако к концу 3-месячного движения к этим странам оно встречает северный тропик, который принуждает его податься назад и вернуться обратно к югу, следуя знаку Cancer, то есть рака, который был назван так, чтобы выразить движение Солнца назад в этом месте сферы. С этого-то явления скопировали мнимый поход Наполеона на север к Москве и унизительное отступление, которое, говорят, затем последовало. Итак, все, что нам рассказывают об успехах или неудачах этого страшного воина, не что иное, как различные иносказания, относящиеся к движению Солнца. Вот здесь, кстати, очень важный момент. Автор явно указывает на аллегоричность похода Наполеона на Москву. С этим моментом надо разбираться поподробнее в следующих видео. Солнце, как все это знают, восходит на востоке и заходит на западе.
Но для зрителей, расположенных по краям Земли, Солнце кажется утром выходящим из восточных морей и погружающимся вечером в моря западные. Кроме того, таким именно образом все поэты рисуют нам его восход и закат. Вот все, что надо разуметь, когда нам говорят, что Наполеон явился с моря Восточного из Египта, чтобы царствовать над Францией, и что он исчез в морях западных после царствования в течение 12 лет, которые не что иное, как 12 часов дня, в течение коих солнце сияет на горизонте. Он царствовал лишь один день, говорит автор. Новых мессинских песен о Наполеоне и способ, которым он описывает его возвышение, склонение к упадку и падение, доказывает, что этот прекрасный поэт видел, подобно нам, в Наполеоне лишь образ солнца, да он и не представляет собой ничего иного. Это доказывается его именем, именем его матери, его 3 сестрами, 4 братьями, 2 женами, его сыном, маршалами и его подвигами. Это доказывается местом его рождения, страной, откуда, как говорят, он явился, вступая в путь своего владычества, временем, которое понадобилось ему, чтобы пройти те страны, над которыми он властвовал, странами, в которых он потерпел неудачу, и областью, в которую он исчез, бледный и развенчанный после своей блестящей карьеры, как говорит поэт Казимир Делавинь. Дополнение. Наполеон, подобно Аполлону или Солнцу, родился на востоке на острове Корсика, а умер на западе, на острове Святой Елены. Итак, доказано, что мнимый герой нашего века не что иное, как аллегорическое лицо, все атрибуты которого заимствованы от Солнца, и, следовательно, Наполеон Бонапарте, о котором столько говорили и писали, даже и не существовал, и ошибка, в которую слепо вдались столько людей, происходит от qui pro quo, то есть они приняли за историю мифологию XIX века. Постскриптум. Мы могли бы еще подкрепить свое утверждение массой королевских указов, доподлинные даты которых находятся в явном противоречии с царствованием мнимого Наполеона, но у нас есть свои основания не прибегать к этому. Послесловие. Если за много веков тому назад величественный образ могучего завоевателя, сына Филиппова Александра, надолго запечатлелся в народной памяти и неслись к нему мечты бедного средневекового рыцаря и слагала о нем сказания прихотливая фантазия восточного поэта, то таким же исполином воли предстал пред людьми XIX века маленький корсиканец с его чудной судьбой, героической жизнью и трагической кончиной. С 1800 года масса предсказаний, пророчеств и брошюр, касающихся личности знаменитого завоевателя, появляются чуть не на всех европейских языках. Долгое время производила сенсацию книжка известного логика английского епископа Уэтли «Ученое доказательство мифичности Наполеона». Чем далее вглубь веков уходила эпоха Первой империи, тем более миф о Наполеоне обрастал интересными подробностями, расцвечивался яркими красками необузданной фантазии. Миф разрастался. Наполеон облекался броней сказочного героя, превращался во всемирного владыку. Его искали в таинственных символах апокалипсиса и жадно интересовались его судьбою по ту сторону жизни. Среди этих любопытных произведений профетической и мифотворческой литературы о Наполеоне особенно выделилась своей красочностью и поучительностью маленькая книжечка Переса. Профессор математики и физики в Лионе, он стал затем исполнительным директором прокурора при Ажанском королевском суде, затем библиотекарем и умер в 1840 году в Ажане. Книжечка обязана своим происхождением любопытному случаю из жизни Переса. Живя однажды на даче, он познакомился с одним студентом, отчаянным приверженцем теории известного астронома Дюпюи. Дюпюи – известный ученый и философ в колледже в Лизии, адвокат, математик, астроном и любитель античной истории. Особенно он выдвинулся сочинением о происхождении созвездий и объяснением мифов посредством астрономических аналогий. Его знаменитый в свое время труд «Происхождение всех культов» или «Всеобщая религия» часто перепечатывался и в сокращенном виде, и полностью после смерти автора. Однажды разговор зашел о знаменитом сочинении последнего «Происхождения культов». Студент с жаром отстаивал правоту Дюпюи. Тогда Пересу случилось сказать, что, пользуясь методом Дюпюи, можно легко доказать и то, что Наполеона вовсе не было. И в подтверждение своих слов он через несколько дней представил изумленному юному собеседнику выше переведенный этюд «Comme quoi Napoléon ne jamais existe». В первый раз он был издан в 1827 году анонимно.
Затем переиздавался много раз на разных языках. На русском языке появляется впервые. Остроумный постскриптум автора доказывает, что в созидании мифа о Наполеоне немалую роль играли и реальные политические причины. Автор намекает на то, что самый факт правления Наполеона был официально исключен из истории торжественным заявлением Людовика Бурбона, что он вернулся в Париж на 19-м году своего царствования. Помимо общего интереса, как одно из воплощений мифа о Наполеоне, книжечка представляет и большой интерес для всякого интересующегося вопросами исторической методологии и исторического анализа, как пример доведения до абсурда метода аналогии и анализа солярного мифа, как пример лженаучного беспорядочного пользования литературными источниками вне всякой хронологической последовательности. Наконец, как образчик исторического анализа ad hominem. Васютинский. Подобное же любопытное применение метода астрономических аналогий к фактам духовной жизни представляет наделавшая много шуму книга Морозова «Откровение в грозе и буре» и совсем недавно появившиеся этюды Святского «Лестница Иакова», «Страшный суд как астральная аллегория». Вообще, конечно, интересная информация. Книга выходит на юбилей войны 1812 года, и в ней говорится, что Наполеона не было. А кто тогда был? С кем воевали? А все события вокруг Наполеона I тоже выдумка или нет? Сколько выпущено медалей с Наполеоном? Они, получается, подделки? Рубить с плеча, я думаю, преждевременно. Пока предложу такую версию. Кто-то был, но позже его биографию срисовали с Наполеона III, а также подогнали под Аполлона. А вот кто был и что было, надо разбираться. А теперь дополнение от меня. Куда же приведут даты рождения и смерти Наполеона? Дата рождения – 15 августа 1769 года, дата смерти – 5 мая 1821 года. Если записать эти даты цифрами 1581 769 и 551 821, подставить перед цифрами знак минус и вставить в любой сервис карт, то угадайте, куда нас приведут эти координаты. Приведут эти координаты на остров Святой Елены, где, как известно, провел остаток жизни Наполеон Бонапарт. Был ли реален Наполеон Бонапарт или выдуман, решать только вам. Автор данного открытия Роман, канал «Глобальный вопрос».